Приветствую гостей и зрителей канала. На первую и вторую часть гайда по аддону Trade Skill Master ссылку я оставлю в описании под видео. В первую часть я рассказывал, с чего начинать пользование данным аддоном, что он изменяет и вкратце прошелся по его функциям, в частности, как создать группы и как начинать торговлю на аукционе. Во второй части я рассказал о почте и многих ее функциях, а в этом же видео вы узнаете, как устроена система крафта с помощью данного аддона. Интерфейс значительно изменяется в вашей профессии, появляется куча всего интересного. Некоторые функции из стандартного интерфейса попросту отсутствуют. Но, как и любые другие функции данного аддона, вы можете при желании отключить. Что же мы здесь видим? Появляется возможность переключения между профессиями, не выходя из окна профессии. Теперь напротив каждого крафта указана примерная прибыль. Выбрав любой крафт, вы можете увидеть его стоимость создания. Но аддон учитывает только стоимость приобретения всех реагентов на аукционе, а не крафт с помощью вашей или любой другой из имеющихся у вас профессий. Появилась возможность создания очереди крафтов. Каждый крафт вы можете добавить в нее. Появилась также вкладка с группами для крафтов. С помощью нее вы как раз таки можете создавать список предметов, которые вы можете добавлять в очередь. Появилась вкладка, именуемая как сбор. Здесь показываются недостающие реагенты для ваших крафтов, добавленных в очередь создания. Отчеты. Здесь вы можете посмотреть все крафты, которые вы можете создать, и примерную их прибыль. Цены могут быть сильно завышены и неактуальны, имейте в виду. В расчет берутся все имеющиеся крафты на вашей учетной записи. Только чтобы аддон запомнил их, нужно зайти на каждого вашего персонажа, имеющего профессию. Также здесь вы можете посмотреть все реагенты, которые нужны для имеющихся у вас крафтов, и возможно их наличие. Здесь вы можете заметить два фильтра и возможность поиска определенного предмета в любой из ваших профессий. И давайте перейдем к созданию операций и групп для ваших крафтов. Открываем меню настроек аддона Trade Skill Master. Заходим в операции, выбираем крафтинг. И здесь мы видим дефолтную операцию. Вы можете ее редактировать, либо же создать еще новую, также ее подредактировать. Ну, это все при надобности. Что мы здесь видим? Минимальная сумма прибыли. У большинства крафтов в дополнении Shadowlands прибыль меньше 100 голдов. Поэтому, в принципе, использование системы крафтов подобной в реалиях Shadowlands, ну, нерентабельно. А вот для крафтов старых дополнений в принципе, очень-очень полезно. Далее, что мы здесь видим? Минимальное количество пополнения. Скажем, ставим максимальное количество пополнений 5 штучек. Минимальное количество пополнений — это то количество, которое будет добавляться в крафт при нехватке хотя бы одного из этого числа. То есть мы поставим один. Если вдруг у нас предмет купят на аукционе и на персонаже останется 4 предмета, аддон предложит добавить в крафт один. Далее идем. Стоимость изготовления вещи. Вы можете использовать стандартную формулу, либо же при знаниях создания и работы этих формул можете поменять на свою. А так, по умолчанию можно использовать и стандартную. Для крафтов в реалиях Shadowlands можно вообще не устанавливать минимальную прибыль, а просто возможность крафта и пополнения каких-то товаров. Можете указать минимальное пополнение большего количества, но оптимальное количество вообще можно указать ноль. Но не знаю зачем. Ладно, единичку установили, здесь ставим пятерочку. Далее создаем группу. Называем ее как-нибудь. Можно даже никак не называть. И добавим сюда. Я могу скрафтить масло теневого ядра, да? Но опять-таки, у меня в сумках есть 13 штук. Я понял. У меня небольшая проблемка получилась. Вы можете заметить, что у меня на одном персонаже указано 13, на другом 17. Итого мы получаем 30. И в таком случае аддон не даст нам скрафтить. Установим 40. Заходим в профессию, группы, бум. Аддон предлагает нам скрафтить еще 10 штук. Но, вот тут в сборе мы можем видеть, чего нам не хватает. Нам не хватает 20 смертоцвета и 9 колб. Думаю, это понятно. Все вроде довольно-таки просто. Пример, как можно использовать данную систему крафта. У меня есть начертание, в котором довольно-таки большое количество разных символов. Они имеют разную цену, и я в основном добавил сюда самые дорогостоящие. Вручную их довольно-таки проблемно крафтить, и я не знаю, насколько много штучек у меня на аукционе осталось. Может быть, какие-то купили, а какие-то нет, и каждый символ будет довольно-таки долго просматривать. Мы заходим, операции, крафтинг, вот, символы. Видим, минимальная сумма прибыли 50, минимальное количество пополнения одна штучка, максимальная 5.
Заходим в начертание, выбираем группы и находим нужную нам. Пишем символы. Вот, здесь мы видим группу с символами. Далее жмем «Пополнить», и вуаля, добавилось довольно-таки большое количество разных символов. Написана их примерная стоимость, время создания и планируемая прибыль. Также можем зайти в вкладочку «Сбор» и увидеть, если вдруг каких-то реагентов не хватает, здесь укажется количество, которое нужно нам для крафта. Вот. А далее просто жмете, и начинается крафт. Но имейте в виду, что крафт не совсем автоматический. То есть вот сейчас у нас закончится крафт двух первых символов, нам надо будет снова нажать данную кнопочку. Либо же вы можете воспользоваться макросом, который создается с помощью этого меню. Вот здесь вот макросы, и можете указать здесь. Вот, создать дальше, создание предмета, обновить существующий макрос. Теперь заходите в макросы, и вот здесь вот мы можем видеть различные макросы. Устанавливаем на панель и жмем на макрос. Создание дальше. И опять-таки жмете снова макрос, он создает дальше. И так вот можете просто от времени нажимать на данную кнопку с макросом, либо же просто вручную с помощью клика мышки создать дальше. И продолжайте, пока крафт не закончится. Все довольно-таки просто, думаю, понятно. На этом видео подходит к концу. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Если оно вам оказалось полезно, пожалуйста, поставьте лайк, можете оставить комментарий. Может быть, у вас какие-то вопросы остались, или, может быть, можете посоветовать мне что-то изменить в моих видео, может быть, на какую-то тему видео хотите, чтобы я сделал. Я все комментарии читаю, так что имейте в виду. Также при желании для поддержки канала вы можете на него подписаться. Это очень помогает в развитии канала. Спасибо еще раз, всего вам самого доброго и пока-пока.